Есть еще одна стадия наведения порядка в доме, которую придется пережить, когда работаем над моделированием и окончательными проектами. Это управление файлами. Итак, я нахожусь здесь, в файлах упражнений, где есть папка Maya Projects, и, как и в любом другом таком проекте, внутри нее есть папки сцен, и сейчас поговорим об этом. Вот типичный пример того, что я вижу у обучающихся или даже у профессионалов, с которыми работаю. Когда они наконец заканчивают модель, то называют ее, например, так: Books Final, финал книг. Затем они что-то доделывают еще и снова называют Books Final Final. Затем Books Final Final Final. И, наконец, Books Final 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 Really the Final и тому подобное. Я на самом деле просто ненавижу этот финальный финал финального финала и настоящий финал. Эта манера давать имена ужасна, особенно при командной работе, потому что большинство таких проектов в конечном итоге переходят к другой команде, например, 3D-аниматоров. Так что просто хочу быстро поговорить о папках и файлах ваших сцен. Вы видите, как я назвал их в каждой главе, и в конце концов я создал папку под названием «Модели», в которую поместил просто каждую финальную модель, без всех этих лишних слов «финальная». Если вы работаете в студии или команде, конкретная структура папок будет уже разработана, и это на самом деле совершенно нормально, если вся команда использует согласованную систему имен файлов и папок. Теперь давайте посмотрим, как можем легко импортировать все наши файлы в одну сцену, чтобы создать финальный проект. Сейчас находимся в новой пустой сцене Maya. Ничего особенного, просто пришли в нее через меню File New Scene. И теперь готовы приступить к внедрению наших импортируемых моделей, чтобы наконец увидеть сцену полностью. Чтобы сделать это, нажимаем «Файл импорт», идем в папку «Модели» и начинаем импортировать по одному каждый из этих файлов. Выбираю Outer Room, нажимаю «Импорт» и видите, что начинаем с нашей комнаты. Далее не буду утомлять вас тем же самым, просто продолжу и импортирую каждый из этих объектов по одному за раз. Мне нравится импортировать файлы последовательно по одному, а не просто перетаскивать их все сразу в сцену. Подготовлено клубом «Перевод всем». Мы вернулись, и здесь теперь все созданные нами модели конкретного проекта, которые импортированы в финальную сцену, и осталось поговорить о последнем соглашении по именам. Кроме того, появилось несколько ошибочных камер, которые просто нужно удалить, чтобы максимально очистить результат. Итак, просто выбираем объекты. Они были импортированы из других файлов в сцену, и теперь заметите здесь, прежде чем сохранить в этом состоянии сцену, все объекты ранее были сгруппированы и названы так, чтобы было очень просто их распознать. Другая действительно полезная деталь правильного сохранения, пришедшая из предыдущей главы, заключается в том, что если выберем, скажем, книжный шкаф и перейдем к инструменту Move, то увидим, что он привязан к нулевому уровню пола, и потому будет очень просто его перемещать. То же самое и с креслом. Его pivot point расположен в самом низу ножки, привязанный к нулевой линии, поэтому сможем легко и быстро установить кресло в нужное положение. Теперь, прежде чем начну устанавливать последний набор книги, хочу нажать Save, чтобы сохранить все эти конкретные объекты, импортированные в сцену, и останется только выполнить окончательное позиционирование всех этих объектов. Итак, иду в файл Save Sign S. Я не собираюсь помещать это в папку модели, а хочу выйти сюда и поместить это сохранение в папку под названием Seeds. Я хочу, чтобы эта сцена осталась отделенной от более крупных проектов, так что иду сюда, называю Library и нажимаю Save. Таким образом, управление файлами не является увлекательным занятием, оно довольно скучно, но при работе в студии или в команде логичное и наглядное именование папок и файлов в правильном размещении сделает совместную работу намного проще и удобнее.